Доброго времени суток, друзья! В этом видео хочу наглядно вам продемонстрировать в ручном режиме, без использования промышленного оборудования, тестовый процесс производства клинкерных термопанелей. Хочу сказать сразу, весь процесс на видео не является руководством по производству. Все этапы выполняются с целью проверки работоспособности заливочной формы и проверки геометрии термопанели. Сначала проверяем работоспособность полиуретановой системы для понимания соответствия заявленным техническим параметрам производителя. А это время старта, время подъема, время гелеобразования и соответственно сам объем. Берем для опыта компоненты пенополиуретана для производства различных изделий с плотностью от 49 до 70 кг метр кубический. Так как мы используем ручной способ смешивания, нас интересует сырье с большим временем старта и максимально допустимым временем на замешивание. Как хорошо видно, структура в данном случае очень плохая, так как перемешивание вручную и в открытой таре. Переходим к подготовке формы перед заливкой. Обрабатываем все плоскости соприкосновения с пенополиуретаном разделительной смазкой. Я рекомендую использовать правильную смазку, которая не остается на изделии и не влияет на адгезию с клеящими составами впоследствии при монтаже. При промышленном производстве применяется метод напыления. После укладывается клинкер или другой любой облицовочный материал. К сожалению, процесс ручной и в промышленном исполнении тоже. Следующий этап – это просыпка межплиточных швов. Делая это, мы получаем двойной эффект. Первое – не дает пенополиуретану проникнуть к форме. Второе – возможность сделать декоративный шов различных цветов с отличной адгезией для затирочных материалов. В данном случае мы просыпаем вручную. Этот процесс в промышленном масштабе происходит совсем по-другому. Песок нужно использовать с определенной фракцией и обязательно сухой. Данный песок не годится, очень крупная фракция, и при пенообразовании он поглощается, позволяя через себя проникать в составу. Обязательно устанавливаем элементы крепления панели, они вливаются в пенополиуретан. Заметьте, что они находятся на определенном расстоянии. Это позволяет скрыть головку монтажного анкера, что устраняет мостик холода, которым является сам анкер. Для смешивания и заливки вручную нам нужна была удобная емкость с возможностью извлечения при заливке всего состава. И у нас получилась вот такая приблуда. Для разовой работы это подойдет, но для промышленных масштабов используется только профессиональное оборудование, производителями которого мы также являемся. И на фото такая установка высокого давления показана. С помощью такой установки смешивание происходит мгновенно и на молекулярном уровне с четкой дозировкой смеси. Эта установка позволяет заливать пенополиуретан высокой скоростью и качеством. Объем определили приблизительно опытным путем. Теперь нужно быстро успеть смешать все компоненты. Время ручного смешивания забирает время старта смеси, что очень неудобно.
Толщина заливаемого пенополиуретана в форме всегда одинаковая. Для удешевления панели используем различные утеплители различной толщины. В данном случае это XPS экструдированный пенопласт толщиной 20 мм. Форма позволяет использовать толщины до 100 мм. Надеюсь, из этого видео вы для себя узнали что-то новое. Спасибо за внимание.